Доброго времени суток, дорогие друзья. Рядом со мной экс-участник группы Лесоповал, автор-исполнитель собственных песен, работает также совместно со своей супругой. Она пишет стихи. Это Олег Гонтарь. Добрый день, Олег. Привет всем. Привет. Мы сегодня записали, на мой взгляд, достаточно душевную такой, такой душевный, простой разговор в нашей программе на Радио ВОС «Звездной гостиной». Но, тем не менее, пост-видео я не мог не записать с этим человеком, потому что намерения его добры. Он сформировался на сегодняшний день как такая вот личность, которая нужна нашему слушателю. Вот. И я вас призываю, во-первых, подписываться на YouTube-канал Олега, Олег Гонтарь, и также в Фейсбуке и ВКонтакте. Олег, скажи, пожалуйста, вот мы с тобой уже говорили, но все равно повторись. Значит, как ты попал в группу Лесоповал и сколько ты там проработал, как там работалось-то в этой группе Лесоповал? Потому что не каждый попадет. Вот поверьте мне, друзья, там достаточно такой жесткий был отбор, не каждого встречного взяли. Это точно. В Лесоповал меня пригласил мой давний товарищ Вячеслав Величковский, который на тот момент там был бас-гитарист, ну и как вокалист тоже. Он, как говорится, меня сразу же первым делом, как только была вакансия поющего клавишника, он сразу предложил мне. Лидия Николаевна Козлова, она утвердила буквально спустя некоторое время мою кандидатуру, прослушав несколько песен, которые я записал, конечно же, специально со своим голосом. Ну, я скажу так, для меня лично очень сильно помогло то, что работая первые годы, находясь в Москве в ресторанах, мы очень много пели песни группы Лесоповал. «Я куплю тебе дом». Это вообще не обсуждается. Это Да. была песня номер один, а именно на тот момент была. Насколько ты по несколько Да, раз в день пел. да, уже сбился со счета. Вот. Но самое главное, что выработалась вот эта вот манера, чувство этого стиля. И, наверное, очень это все, конечно же, в конечном счете помогло. Вот. И влиться в состав уже, естественно, вообще я считаю, что поэзия, стихи Танича — это жизнь, и настолько их петь, я бы сказал, эстетически и приятно, и не чувствуешь никакого диссонанса внутреннего. То есть это действительно чувствуешь, вживаешься моментально в то, что ты поешь. То есть бывают такие стихи, которые очень трудно вжиться и их отыграть как-то или все это. А Лесоповал тем всегда и отличался, что на сцене это какой-то маленький спектакль. Каждая песня — это маленький спектакль. И как раз я постепенно тоже в это потихонечку и влился. Ну, мне кажется, там просто Танич, он сам по себе человек очень талантливый, гениальный, и поэтому там каждая песня — это какой-то эпизод чьей-то жизни. Это не просто, как Да, говорится, взято откуда-то там что-то такое, а это человек, который создавал образы, наверное, из того, что было, действительно, какие-то истории, которые или могли бы быть, или были, или кто-то рассказывал, потому что они, ну, слушаются людьми, как сказать, как эпизоды из жизни. да, Вот этим, да, наверное, и ценно было в то время творчество группы Лесоповал. Все течет, все меняется. да. Сегодня Олег поет более такие часто лирические песни. Был период, когда он занимался поп-музыкой. Вот. Но сегодня он сформировал такой интересный жанр. Он сам делает аранжировки. И супруга пишет слова к этим песням. И мне кажется, достаточно все гармонично, убедительно. А самое главное, дорогие друзья, то, что нам всем сегодня нужно, это душевно и созидательно. То есть песни, которые, знаешь, мы послушаем, мы сегодня об этом говорили немножко, Да. послушаешь, и что слушал, что не слушал, ну что там промелькнуло, да и все. А здесь чувствуется, что ты пропускаешь себя, как все исполнители настоящие, и что ты несешь какую-то идею свое душевное тепло. Расскажи, пожалуйста, немножко о том, какие песни последнее время нравятся тебе больше, нравятся твоей жене, из вас уже такой симбиоз, нравится слушателям. Ну, нравится в основном сейчас во-первых, лирика, да, шансонная лирика, но опять-таки
Не как вот раньше это было в основном романтика, любовь там, да, однозначно. У нас более такой духовный подтекст во всех текстах и как бы с определенным смыслом, который надо еще, может быть, даже не с первого раза услышать, потому что вот песни этим как раз вот эти отличаются. И вообще мне вот то, что нравится в поэзии, вот творчестве Лики, моего постоянного соавтора и жены, вот то, что она, у нее честный текст, тоже вот честный. То есть многим людям это по той причине не нравится, что просто не нравится правда. А у нее бывают такие, я бы сказал, очень для многих жесткие вещи, которые, в общем-то, вообще не верят, что эта женщина написала. Чисто по даже по жесткости. Вот песня есть «Боль моя», которую я, кстати, записал довольно недавно с Олегом Андриановым. Это есть такой шансонный исполнитель. Вот. И мы сделали такой дуэт. Это как раз вот на уже второе исполнение этой песни «Боль моя». Так вот она как раз вот, кому интересно, у меня на канале есть анонс этой песни. Можете послушать, о чем она. Вот. И она как раз вот тоже песня Лейки. И как раз она и Как раз поднимает эти да, вещи. как раз правды, искренности нам сегодня не хватает, потому что повсюду какая-то выдумка, какая-то искусственность. Вот это вот сегодня труд аранжировщика в какой-то степени облегчился, да, вот стал легче с одной Безусловно, стороны. конечно. А с другой стороны, столько стало вот мусорных, простите за выражение, дорогие друзья, песен, которые просто вот, ну, люди научились что-то такие шлепать какие-то ритмы, делать какие-то такие подкладки фоновые, и, пожалуйста, они думают, что они написали песню. Но нет, друзья мои, тот, кто несет только правду, и тот, кто несет истину и свет, вот это сегодня нужно. Мы с Олегом говорили о том, что все в истории повторяется. У нас время барахла проходит. У нас страна в какой-то степени в тяжелые времена, она всегда очищается и закаляет, мне кажется, наши души, наши сердца и нас, да? Да, абсолютно. Это точно, вот точно соглашусь полностью. Как спираль, да, вот действительно спиралевидно это все повторяется. Но это, наверное, суть истории в том, что это несколько раз вообще в веках это уже было, повторяется. И вот это вот очищение, это необходимо обществу, потому что слишком много скопилось И шлака разного и когда всего мы этого. с вами вот я честно сейчас скажу вам, что я, например, ну, много лет, не потому что я не вижу, нет, не поэтому, я бы и не хотел видеть это. Вот то, что показывают по ящику сегодня, да, одних и тех же персонажей, я не хочу отдавать им какую-то оценку. У них есть хорошие песни, они хорошие исполнители. Но нельзя показывать, друзья мои, народу одно и то же, потому что это уже слишком. Вот, и поэтому уже это вызывает отторжение. Включаешь, допустим, поет какой-то золотой голос там в России, да, сразу идет отторжение, старается человек раз шкалом автоматически на другой канал. Вот, а здесь, значит, поет какой-то эпатаж России. Опять мы это уже слышали, и поэтому мы все с вами не ходим с телевизором по метро. Олег. Ты не ехал сегодня по метро, там какие-то с телевизором не видел людей? Нет, с телевизором нет. Ну, то, что сейчас у каждого Люди телевизор в мобильнике, да, да, поэтому... вот, и поэтому люди ищут что-то такое, что им по душе. Конечно. Что им по душе, и рано или поздно, вот поверьте мне, такие исполнители, как Олег Гонтарь, и придут многие другие, и молодые исполнители есть очень талантливые, хорошие. И поэтому подписывайтесь, вот как я сказал, на Facebook, подписывайтесь ВКонтакте, подписывайтесь значит, в других каких-то еще ищите ресурсах, обязательно появится Олег Гонтарь. И я думаю, что Вообще, поправлю тебя, Олег Гонтарь. Гонтарь? Я даже вот в большинстве случаев уже не поправляю ударение, потому что Гонтарь это был известный вратарь такой, Николай Гонтарь. Вот. Но меня всегда ничего страшного, я специально, вот просто чтобы не смущать. Но в конце просто скажу, что Гонтарь, и как бы, ну, это не сильно коробит. Ясно. Ну, извини, что я не знал. Ничего. Я всё хотел нормально. спросить у тебя еще такой вопрос в конце. Вот сейчас якобы, ну, на самом деле, не то, что якобы, на самом деле сложные времена. Но я хочу сказать, что простых времен я не помню лично.
Какие-то безоблачные детства у нас были, такие как какие-то Да. кадры. А так, в общем-то, нас постоянно, всю мировую историю, и нас постоянно трясет. Вот. Ничего такого гладкого не бывает. Как тебе сегодня удается быть вот улыбчивым, с хорошим настроением? Как нам бороться с негативом и как нам верить в лучшее сегодня? Друзья, ну, прежде всего скажу, что это все не на ровном месте. Я верующий человек уже достаточно долго и духовно возрожденный человек, скажу. Для тех, кто не знает, что это такое, это просто человек живет с надеждой в сердце. Сейчас людей, живущих с надеждой в сердце, что действительно мы в руках Бога, и то, что все по Его воле, по Его замыслу, сейчас таких людей не так много. Но именно в этих людях сейчас можно увидеть надежду, свет и какой-то позитив, потому что очень много сейчас, сами знаете чего, и то, что И творится вокруг. отчаяние у Да, людей, и ты знаешь, средства массовой информации, и особенно, кстати, интернет тоже переполнен вот этими хайпами, да, какими-то, когда человека да, погружают еще в большую степень депрессии. да, да, А да, когда ты знаешь, что все, что происходит, вся вот эта история, это не просто так, а мы должны через это пройти. абсолютно, И наше абсолютно. государство, оно особенное, и наш народ многонациональный и особенный. И мы верим в светлое будущее. Поэтому вот в этом мы с тобой, наверное, солидарны. Да, да, хорошо. Это, если хотите знать, что это, наверное, можно сравнить с очередным экзаменом для нас, для всех, для нашей страны, и вообще для мира нынешнего, потому что проходила история уже много таких моментов на разломе, как так сказать, да. Но сейчас особое время, когда вот это все такое отношение людей друг к другу, оно сейчас вышло наружу. Оказывается, вот что в людях бывает. Порой смотришь по перепискам, по каким-то постам в сетях, то есть поражаешься, и что такое вообще может человек, вот вроде бы адекватный, нормальный, писать. То есть это выходит вот на почве всего того, что сейчас происходит. Ну, может быть, у кого-то есть цель это все делать, сталкивать лбами. Вот. Но, тем не менее, надо сохранять какую-то действительно, во-первых, в себе вектор. В первую очередь стремление не к тому, чтобы побольше бабла заработать, я вам так скажу прямо. И все-таки больше доверяйте Богу, нашему Создателю, потому что ничего не изменилось от создания мира. Он как был, так и есть. А вот наша история, и мы с вами очень сильно меняемся. Я хочу тебя поблагодарить за то, что приехал сегодня на Радио ВОС лично. Спасибо тебе за твое творчество. Я желаю тебе и твоей супруге творческого долголетия, семейного счастья Спасибо большое. и Спасибо. светлого будущего всем нам. А это был, оказывается, не Олег Гонтарь, а Олег Гонтарь. До Все, свидания. это запоминается всегда то, что звучит в самом конце.